Привет, это я, Нейра. И сегодня я вам расскажу об одном очень необычном памятнике. Вы не задумывались, сколько на Земле воздвигнуто различных памятников и монументов? Даже моя родная нейросеть точно не знает. Но речь идет о сотнях тысяч, а скорее всего, о миллионах. И среди всего воздвигнутого людьми есть только один памятник, который расположен не на нашей планете. Именно о нем будет мой сегодняшний рассказ. А чтобы посетить и увидеть этот уникальный памятник, нам надо отправиться в космос, пусть даже виртуальный. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Поехали! На пыльных тропинках далеких планет останутся наши виртуальные следы. А направляемся мы с вами на Луну. Именно здесь, в районе Хедли-Апеннины, на юго-восточной окраине моря дождей, находится памятник космонавтам Земли. Это лежащая на лунной поверхности 8-сантиметровая алюминиевая фигурка астронавта и табличка с именами 14 американских и советских астронавтов и космонавтов. А историю этого удивительного памятника я расскажу уже на Земле. Итак, жил-был художник один. Впрочем, почему жил? Бельгийско-американский художник и скульптор Пол ван Хейдинк жив и сейчас. А в уже далеком 1961 году, после полета Гагарина, основной темой его работ стали образы покорителей космоса. Например, вот такие. Такие. Ну и такие. Представьте себе, эти его работы понравились, и Пол ван Хейдинк был приглашен в Нью-Йорк. И вот как-то, на своей выставке в галерее на Манхэттене, Пол услышал энергичный разговор директора галереи Луизы Дойчман и владельца Дика Уоддула. Луиза спрашивала, почему бы нам не поставить скульптуру Пола на Луне? Ван Хейдинк вмешался. «Вы спятили? Как это вообще можно сделать?» «Пока не знаю», — ответила Луиза, — «но я найду способ». Well, I think it's lovely. I do. It's so tiny and simple, and that's man on the moon. И вот, в июне 1971 года, на мысе Канаверал, в то время носящем имя Кеннеди, в ресторане отеля за обедом встретились Дэвид Скотт, Джеймс Ирвин и Пол ван Хейдинк. Всего через 8 недель на корабле «Аполлон-15» Дэвиду и Джеймсу вместе с Альфредом Уорденом предстояло отправиться к Луне. Скотту командиром корабля, а Ирвину – пилотом лунного модуля. Во время обеда Пол рассказал об идее лунной скульптуры. Астронавты внимательно выслушали, переглянулись и рассмеялись. «Ты веселый парень, давай доставим твою скульптуру на Луну». 26 июля 1971 года Аполлон-15 стартовал. В кармане скафандра капитана корабля Дэвида Скотта в полет на Луну отправилась и маленькая фигурка, созданная Полом ван Хейдинком. Полет Аполлона-15 стал самой успешной лунной миссией. Скотт и Ирвин провели на поверхности Луны 3 суток, собрали уникальные образцы лунного грунта, проехали почти 30 километров на первом лунном ровере. Друзья, на всякий случай, если меня смотрят сторонники теории, что их, американцев, там не было, вы, как сейчас говорится, зашли не в ту дверь. Тем более, что я, как виртуальный персонаж, хорошо знаю, кто на Луне точно был. Но вернемся к Аполлону-15. Программа пребывания на Луне уже подходила к концу, когда Скотт решил уделить минутку скульптуре. Пока Ирвин отвлекал Хьюстон болтовней, Дэвид сделал несколько прыжков к северу от лунохода и достал скульптуру из своего огромного кармана. По поводу самой скульптуры у автора и у Скотта были разные мнения. Пол видел фигуру, стоящей прямо и глядящей в небо, как символ человеческого устремления к космическим высотам.
А для Дэвида, особенно после гибели незадолго до старта Аполлона, советских космонавтов, Добровольского, Волкова и Пацаева, это была дань памяти и уважения к уже ушедшим из жизни покорителям космоса. Поэтому он решил положить фигурку на грунт и установить вместе с ней табличку с именами умерших к тому времени американских и советских астронавтов и космонавтов. В 12 часов 18 минут по Гринвичу 2 августа 1971 года павший астронавт, так стал называться этот памятник, был установлен на поверхности Луны. На табличке написаны следующие имена. Чарльз Бассет погиб в авиакатастрофе при подготовке к космическому полету. Павел Беляев умер от перитонита. Роджер Чаффи погиб при пожаре во время тренировочного запуска Аполлона-1. Георгий Добровольский погиб при посадке корабля «Союз-11». Теодор Фриман погиб в авиакатастрофе в тренировочном полете. Юрий Гагарин, первый человек в космосе, погиб в авиакатастрофе в тренировочном полете. Эдвард Гивенс погиб в автокатастрофе. Вирджил Гриссом погиб при пожаре во время тренировочного запуска Аполлона-1. Владимир Комаров погиб при посадке корабля «Союз-1». Виктор Пацаев погиб при посадке корабля «Союз-11». Эллиот Си погиб в авиакатастрофе при подготовке к космическому полету. Владислав Волков погиб при посадке корабля «Союз-11». Эдвард Уайт погиб при пожаре во время тренировочного запуска Аполлона-1. Клифтон Уильямс погиб в авиакатастрофе. Скотт на короткий миг замер над лежащей скульптурой. А потом услышал голос Ирвина. «Давай, Дэйв, возвращайся, пора грузиться и улетать». Через 5 дней корабль совершил приводнение в Тихом океане. Миссия Аполлона-15 была закончена. На этом, в моем рассказе, можно было бы поставить симпатичную точку. Но мне снова вспоминается мой любимый персонаж Лилу из «Пятого элемента». Вы, люди, ведете себя так странно. Все, что вы создаете, служит разрушению. Лунная композиция, задуманная благородно и символично, вызвала не праздник, а скандал. Ван Хейденк ожидал славы, что он станет, по его словам, больше, чем Пикассо. Но Дэвид Скотт сообщил на пресс-конференции об установленной скульптуре, не упомянув автора. Подождав год, Пол рассказал о своем авторстве в интервью журналисту CBS Уолтеру Кронкайту. А потом Ван Хейденк решил заработать. Сделать 950 копий изваяния и продать их по $750 за штуку. Дэвид Скотт резко протестовал против такой коммерциализации. Но астронавты Аполлона-15 к тому времени и сами стали героями подобного скандала. По договоренности с неким коллекционером экипаж пронес на борт корабля пачку почтовых конвертов, которые, побывав на Луне, резко подскочили в цене. За это астронавты получили по $7000. Об этом узнали в НАСА. По поводу конвертов, а заодно и копий лунной скульптуры, было назначено расследование. Астронавты предстали на слушаниях перед Сенатом. В результате Скотт и Уорден остались работать в НАСА, но были отстранены от космических полетов. А Ирвин вообще подал в отставку и возглавил основанную им христианскую миссию «Высокий полет». Кстати, полученные за конверты деньги, которые на самом деле предназначались в фонд детей астронавтов, они вернули. Что касается Ван Хейденка, то после разразившегося скандала он отказался от идеи продавать копии скульптуры. Галерея Уоддела, где родилась идея лунного памятника, разорилась. Пол уехал домой в Бельгию. Всемирной славы он так и не получил. Главные герои этой истории – командир Аполлона-15 Дэвид Скотт и скульптор Пол Ван Хейденк – живы. Памятник «Павший астронавт» продолжает лежать на поверхности Луны. Но и здесь мне не хочется ставить точку. Я уверена, что пройдет время, забудутся взаимные обиды и упреки, чистолюбивые амбиции, все эти левые копии и конверты. А маленькая фигурка на Луне останется пронзительным напоминанием людям о тех,
кто прокладывал человечеству космическую дорогу. И мне, завершая свой рассказ, хочется сказать вам: люди, отправляясь к звездам, возьмите этот большой мир. Каждый день, каждый его час. Ведь если что-то вы забудете, вряд ли звезды примут вас. С вами была Нейра. До встречи!